Привет, меня зовут Дарья Балканеде, и я хочу поговорить про «Ничего не работает», и это видео для бизнеса. Бывают такие моменты, когда что-то в программном обеспечении ломается или не работает так, как вы этого хотите. В этот момент вы пишете в службу поддержки, и довольно-таки часто сообщение выглядит так: «Сегодня ничего не работает, все сломалось, программа не работает». В мире бизнеса это значит, что в ваших процессах, в ваших операционных задачах не работает какая-то очень важная часть, какое-то очень важное звено, которое мешает вам в течение дня завершать ваши и делать ваши задачи, которые, скорее всего, нужно было сделать вчера, которые очень срочные, машины грузятся, документы не печатаются и так далее. Это неудобно, это ужасно раздражает, потому что программное обеспечение просто должно работать. И когда оно не работает, такое ощущение, что ничего не работает, потому что вообще ничего нельзя сделать. Это абсолютно понятно с точки бизнеса. Это ужасно, это неприятно, это бесит, это раздражает. Вы пишете имейл или звоните в службу поддержки, или вы пишете в IT-отдел и говорите: «Ничего не работает, блядь, достали, ребята, ну, блин, сделайте что-нибудь уже с этим». Что слышит программист? У нас огромная система, очень распределенная, очень большая. У нас куча разных всяких кусочков, которые работают здесь и там. Одни печатают документы, одни записывают какие-то файлы на жесткий диск, какие-то, например, передают данные от одного заказчика к другому посреднику или так далее. Куча всего работает. Приходит имейл, в котором ничего не работает. Программист такой: да все работает. И тут работает, и тут работает, тут работает. И начинает разбираться, смотрит, сломалась какая-то кнопочка. Он думает: блин, ну разве это ничего не работает? Все же работает, но вот эта какая-то маленькая штучка сломалась. Потому что все, есть ничего, есть все, да? Все для программиста это значит система, база данных, сервера, куча всего о том, что обычно бизнес не подозревает. И то, что для бизнеса так важно, то, что для ваших операционных задач так критично, для программиста это та маленькая кнопочка где-нибудь там на периферии его огромной вселенной, всего, что там написано, сделано, работает, бегает, крутится, мигает в каком-нибудь, я не знаю, подвале с серверами. Вот. Когда программист получает такое сообщение, он безумно раздражается, потому что для него все это вот все, вселенная. А кнопочка это, блин, ну, маленькая штучка, которая, ну, на самом деле, ну, точно не все. И как избежать раздражения программиста, получить помощь как можно раньше? Надо сказать: ребят, на такой-то странице при таких-то действиях у нас кнопочка не нажимается. И от нее зависят процессы А, Б, В. И для нас они важны, потому что почините, пожалуйста. В таком случае программист понимает: им же так важно, я очень хочу им помочь, я понимаю, что у них какая-то вещь не работает и сломалась, я точно понимаю, что и где не работает, и я точно понимаю, как это починить. Ну, или я подозреваю, как это починить, или я поищу, я найду, как это починить с радостью, потому что программист, в принципе, он хочет быть, ну, не богом, но, в принципе, владельцем своей огромной вселенной, особенно если это компания, там есть чем владеть. И он хочет, чтобы это все хорошо, слаженно, классно работало. Вот. Но вот эта вот маленькая кнопочка, которая так важна для бизнеса, это точно не все не работает для программиста. Поэтому чем четче вы опишете проблему, чем четче вы опишете, что на эту проблему завязано, какие у вас процессы ломаются в этот момент, тем быстрее, оперативнее и радостнее вы получите решение вашей проблемы и ответ от программистов. Доброго дня!